Сегодня начался вооруженный конфликт в Израиле, уже объявлена мобилизация, движение Хамас объявило Израилю войну, против Палестины проводится контртеррористическая операция «Железные мечи», заявили в израильском Минобороны. Воздушная тревога начала звучать рано утром на юге Израиля близ границы с сектором Газа, а также в районе Тель-Авива. Об этом сообщает армейская пресс-служба. По информации командования тыла армии обороны Израиля, сигналы тревоги в частности сработали в ряде районов Тель-Авива, а также в его ближайших пригородах Холоне, Бат-Яме, Ришон-Ле-Ционе, Бней-Браке, Герцли. Предупреждающие сирены также звучали в южных городах Ашдод, Ашкелон, Беэр-Шева и в ряде районов, прилегающих к сектору Газа. Уточняется, что сирены также звучат в районе большой тель-авивской агломерации Гуш-Дан. В конце сентября пресс-служба армии обороны Израиля сообщала, что израильские вооруженные силы направят на границу с сектором Газа дополнительные силы из-за непрекращающихся беспорядков вдоль забора безопасности и угроз радикальных группировок анклава. 22 сентября израильские военные сообщали, что армия страны ударила по 3 военным объектам в секторе Газа. Отмечалось, что 2 объекта были поражены при помощи беспилотников, в одном случае военные стреляли из танка. До этого стало известно, что из сектора Газа выпустили 5 ракет по израильской территории, все они были успешно перехвачены железным куполом. Хамас, группировка, управляющая осажденным сектором Газа, объявляет о начале операции наводнения Аляксы против Израиля. Как передает Reuters, палестинские боевики проникли в районы на юге Израиля, а в субботу из сектора Газа были произведены ракетные обстрелы в результате внезапного нападения, о котором заявило исламистское движение Хамас. Мохаммад Деев, высокопоставленный военный командир Хамаса, объявил о начале операции в эфире хамаовских средств массовой информации, призвав палестинцев повсюду сражаться. «Это день величайшей битвы за прекращение последней оккупации на земле», сказал он, добавив, что было запущено 5000 ракет. По данным экстренных служб, одна израильская женщина была убита, поскольку бригады скорой помощи были развернуты в районах вокруг сектора Газа, а сирены звучали по всему Израилю, включая Иерусалим. Израильские СМИ сообщили, что вооруженные люди открыли огонь по прохожим в городе Сдерот на юге Израиля, а на кадрах, циркулирующих в социальных сетях, судя по всему, видны столкновения на улицах города. Боевики проникли в южную часть кибуца Беэри в Израиле, жители призывали израильские силы обороны поспешить в этот район. Напавшие захватили заложников в Нетив-Хаасаре, также на юге Израиля, к северо-западу от пустыни Негев. На фотографиях в социальных сетях видны горящие автомобили и поврежденные некоторые здания. На кадрах с мобильных телефонов также видно, как боевики Хамас пытаются добраться до Израиля по морю на небольших лодках, и, что весьма необычно, несколько палестинских боевиков, по-видимому, пересекли границу на парапланах, добравшись до города Сдерот, где были слышны перестрелки. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как они въезжают в город на пикапах и мотоциклах. По всему южному и центральному Израилю зазвучали сирены воздушной тревоги, а в городах Тель-Авив, Ашкелон, Явне и Кфар-Авив прогремели взрывы. Израильское спасательное агентство Маген Давид Адам сообщило, что 70-летняя женщина была тяжело ранена, когда ракета попала в здание на юге Израиля. В другом месте 20-летний мужчина был ранен осколками ракеты средней тяжести, говорится в сообщении. Несколько террористов проникли на израильскую территорию из сектора Газа, говорится в заявлении военных. При этом добавлено, что жителям района, прилегающего к сектору Газа, было приказано оставаться в своих домах. Израильские силы обороны будут защищать израильских гражданских лиц, а террористическая организация Хамас заплатит высокую цену за свои действия, говорится в заявлении. Израильское командование также заявило, что наносит свои собственные удары по сектору Газа. Армия обороны Израиля заявила, что Хамас столкнется с последствиями и ответственностью за свое нападение. Гражданские лица в южных и центральных районах должны находиться рядом с убежищами, а в районе,
прилегающим к сектору Газа, внутри убежищ. Начальник генерального штаба в настоящее время проводит оценку ситуации и утверждает планы продолжения деятельности армии обороны Израиля. Террористическая организация Хамас является суверенной в секторе Газа и несет ответственность за это нападение. Она столкнется с последствиями и ответственностью за эти события. В офисе премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявили, что он встретится с высшими должностными лицами службы безопасности в ближайшие часы, сообщает Reuters. Армия обороны Израиля объявила о мобилизации солдат в связи с объявлением состояния боевой готовности. Также призываются резервисты. В Газе был слышен грохот запусков, и жители сообщили о вооруженных столкновениях вдоль разделительного забора с Израилем, недалеко от южного города Хан-Юнис, и заявили, что видели значительное передвижение вооруженных боевиков. Израильская служба скорой помощи сообщила, что бригады были направлены в районы на юге Израиля, недалеко от Газы. Газа – одно из самых густонаселенных мест в мире, изолированный прибрежный анклав с населением почти в 2 миллиона человек, расположенный на площади в 140 квадратных миль. Управляемая исламским движением сопротивления Хамас, территория в значительной степени отрезана от остального мира израильской сухопутной, воздушной и морской блокадой Газы, введенной в 2007 году. Египет контролирует южный пограничный пункт Газы-Рафах. Израиль ввел жесткие ограничения на свободу передвижения гражданского населения и контролирует ввоз товаров первой необходимости в узкую прибрежную полосу. В 2005 году в секторе Газа начался переходный период самоуправления. Израиль вывел свои войска и ликвидировал поселения. Но в июне 2007 года внутрипалестинские противоречия между движениями Фатх и Хамас вылились в вооруженные столкновения в Газе. В результате сектор оказался под контролем Хамас и до настоящего времени функционирует автономно от центральных властей Палестины. В секторе действует собственное правительство и силовой аппарат. Израиль объявил сектор враждебным образованием и ввел практически полную блокаду. В декабре 2008 года, январе 2009 года Израиль провел масштабную операцию «Литой свинец», из-за которой в секторе погибло много гражданских. Со своей стороны Израиль жалуется на регулярные ракетные обстрелы со стороны сектора Газа. По сведениям армии, около миллиона жителей страны находятся в радиусе поражения ракет боевиков Хамас. В ответ израильские ВВС регулярно наносят авиаудары по территории сектора Газа. Хамас же, в свою очередь, считает Израиль агрессором, отмечая, что страна не хочет идти на переговоры. Согласно позиции группировки, Израиль должен прекратить произвольные действия против палестинцев в Иерусалиме и квартале Шейх-Джарах, а также положить конец вторжениям поселенцев в мечеть Аль-Акса и всем формам агрессии против Газы.